Всем доброе утро. Начнем видео отсюда. Я сегодня расскажу о том, что реально вчера было подтверждение того практическое, о том, что параллельные миры существуют. И это не сказка какая-то, она действительно есть. Так что сейчас я вам все это и расскажу. Усаживайтесь поудобней. Значит, параллельные миры существуют рядышком, и в них очень быстро можно пересекаться. Первый живет в телевизоре. Да, так и есть. Там, как правило, сидят и наше правительство, и сидит там эти самые все, новостные каналы, там всякие сидят, да. И вот они живут в этом мире, вам рассказывают, а другой мир, это вот этот мир. Смотрите, видите? Вот. Это другой параллельный мир. В первом мире рассказывают о том, как в Аргентине стало все финансово круто. В плане того, что теперь ваши деньги – это ваши деньги. Кто хочет посмотреть полное видео, я в описании оставлю ссылку, где прямо правительство рассказывает, как вы теперь можете сколько хотите перечислять ваших денег, сколько хотите брать, тратить как хотите. Ваши деньги – это ваши деньги. В общем, пользуйтесь. У нас финансовая свобода, которая только существует в общем мире, лучшая. И теперь возьмем реальную историю о том, как я вчера попробовал испытать все эти сказки на себе лично. А кто хочет больше знать об Аргентине, не забиваем телеграм-канал. Ой, у него тут шарик, смотрите, который называется «Аргентина Инфо-новости». Там постоянные новости об Аргентине каждый день печатаются. Что случилось, что сказало правительство, что не сказало правительство, о футболе, о обычной жизни. То есть такой новостной канал. А еще, знаете, там разыгрывается крутая камера. И как раз вы еще успеете, потому что она только вот с 15 числа вот разыгрывается. Через 3 дня уже будет начинаться конкурс «Крутая камера GoPro 13». Это город Буэнос-Айрес. Это окончание зимы. Смотрите, вот сентябрь, сегодня 12, по-моему, сентября 25 года. 21 числа уже весна начнется, а сейчас вот окончание зимы. У нас такая зима. Кто хочет, на пальмочки посмотрите, на детские площадки. Вчера мне надо было купить билеты. Билеты на самолет, интернациональные билеты. Соответственно, для меня и для Светы эти билеты. И они стоят больше $1000. Реально думаем так. Это история о том, как 40 минут, которые в нормальных, как говорят в этих странах, вы потратите 40 минут на это все, я расскажу, как 40 минут превращается в 1 день. Это может кому поможет, может кому это поддаст, как говорят, сэкономит больше времени. Едем. Надо мне было вчера купить билеты. Захожу на страницу авиакомпании, выбираю билеты, числа, все, остается только оплатить. Хорошо. Думаем, поехали. Посидели в парчике. Говорю, сейчас сделаем, пойдем сегодня это дело. Для начала, чтобы купить билеты, надо, чтобы на счете были деньги. Билеты высвечивались в аргентинских песах. То есть вот не в долларах, а в аргентинских песах. Подумали, думаем, так, значит, нужны аргентинские песы. Взяли, пошли, понесли в банк аргентинские песы. Приносим, думаем, надо положить. В общем, сначала надо было доллары поменять на аргентинские песы. Если у вас, как говорят, есть какая-нибудь заначка, и вы хотите что-то купить. Пошли в обменный пункт, поменяли на песы, понесли в банк. Отнесли в банк. Но вот тут начинаются самые приколы. Приходишь в банк, как вы думаете, вот банк, будем называть конкретно своими именами, банк Сантандер Рио. Все известный банк, все там. Интернациональный. Приходим, хотим положить деньги на счет. Хорошо, автомат такой стоит на входе. Типа набирай свой номер документа, если ты в банке в этом имеешь счет. И тебе спрашивает, тебе в кассу или там, с работниками поговорить. Набираем это номер документа, выбираем в кассу, нам надо идти. Все, выдается тебе такой чек, подходим до кассы, где охранник говорит, вам номер надо, чтобы в кассу попасть. Мы говорим, так вот же. Не, тут номер не указан. Это вам выдал чек, чтобы вы стали в очередь внизу. Какую очередь? Приходим вниз, там одна работница на входе и очередь человек 10. Это значит, ты приходишь в автомат, набираешь номер, тебе дается чек, ты идешь, становишься в очередь с этим чеком, ждешь, подходишь к ней, говоришь, что тебе надо в кассу, и она тебе дает номерок. Но не просто так, а начинает рассказывать, а чего вам надо в кассу,
нам надо деньги положить. Хорошо. А в чем вы деньги будете ложить? В песах или в долларах? Я говорю, и в том будем ложить деньги. Хорошо, надо, чтобы, если в кассу попасть, то надо больше, по-моему, 3 миллионов или что-то такое. Надо только. А нет, то идите в автомат тычьте. А я в автомат не хотел. Почему? Объясню тоже. Когда-то мы ехали в отпуск, и я решил тоже, думаю, надо не все наличкой вести, надо положить, чтобы на карточке деньги были. Надо пойти в банк и положить на карточку деньги. Пошел перед отпуском, деньги приготовил, пришел, и также сказали, ты в автомат, говорит, ложи. А там же за раз тоже, допустим, там 100 банкнот берет или 300, все зависит от автомата. Бывает 40 раньше брало банкнот. Надо было по несколько раз тыкать. В общем, тыкал, почти на последней тыкалке, как бы положил, оно считает, потом взял автомат, выключился и включился, перезагрузился. Деньги там, чек не вылазит, автомат перезагрузился, типа, что вы хотите, говорит. Я к этим работникам говорю, так и так, ребята, говорю, только что сожрал автомат, мои все деньги, которые я на отпуск приготовил, мне завтра уезжать в отпуск. Они такие, ну ничего не знаем, говорит, вечером придут чистить автомат, посмотрят, если вдруг увидят, что там больше денег, чем типа написано, ну тогда типа дай свой номер телефона, мы тебе позвоним. Угу. Как вы думаете, конечно, ты же в отпуск собираешься, я переживаю. На следующее утро никто не звонит, вечером 5 вечера, как автоматы почистили, никто не звонит. Идите докажите, увидели они там лишние деньги или не увидели. На следующий день мчусь, потому что вечером в отпуск. Мчусь с утра к ним, говорю, так и так, ребята, говорю, так вот вы же вчера записали мой номер, вчера автомат сожрал все мои отпускные деньги. А они такие сидят, ну не знаю, вчера другие люди работали. Ну давай, пошли выясняловки. Выясняли. В конечном итоге нашли кого-то, кто знал об этом. И в конечном итоге начали выискивать, что-то там зачислять, перечислять. В конечном итоге через час борьбы с банковскими работниками на следующий день у меня эти деньги отразились. Ну, думаю, чтобы так не получилось, надо бы, думаю, не оплошать, пойти прямо в кассу сдать деньги на покупку билета, а то вдруг он снова перезагрузится и все. В общем, выстоял около часа очереди. Там такое быстрое обслуживание, знаете, приходит какая-нибудь женщина, которая не очень знает, ее пытается в автомат засунуть, чтобы она там деньги положила, она упирается, они идут и там что-то показывают. Одним словом, выстоял эту очередь, дали нам, чтобы мы положили. Положили мы деньги. Ой, после этого все отдохнули в парке. Говорю, ну что, пошли билеты покупать? Пошли, приходим, садимся за компьютер. И начинается интересная история. Берем карточку этого банка, где мы деньги положили на билеты. Начинаем, заводим, купить. Бах, типа, сбой. Оплата не проходит. Что за прикол такой? Думаем, а смотрим, а там уже высвечивается, авиакомпания уже высвечивает не в песах, а в долларах. Говорю, неужели надо в долларах было там положить, а не в песах? Мы только доллары наоборот поменяли. Ну ладно, давай еще раз потеряем на обменном курсе, поменяем теперь песы прямо в банке на доллары. Поменяли песы в банке на доллары. Давай покупать теперь типа снова карточку, снова долларовый счет. Доллары, все там соответствует. Давай покупать. Нажимаем сбой. Оплата не проходит. Думаю, что за дела такие, блин? Ну, в банке же уже были, деньги положили, на счете деньги есть. В чем прикол? Хорошо, меня осенила идея. Давай, говорю, с этого банка перечислим в другой банк. Там вроде бы я как-то за чат GPT платил. Так, я пойду сюда, вот под мостом, а вы будете смотреть, как бы это самый. Просто хочу, чтобы картинку. Думаю, там я чат GPT платил $20 как-то не так давно. Там все проходило. Перечисляем быстренько все эти доллары в другой банк. Называется сейчас он Макро. Этот банк, раньше он назывался Итау, был бразильский, теперь не знаю чей был, но в некоторых отделениях не пускают нас, говорят, что только для итальянских пенсионеров. Не знаю, почему в Аргентине обслуживаются в банках только итальянские пенсионеры. Если ты не итальянский пенсионер, ты не можешь зайти обслужиться в банке, но у нас, знаете, пути Господни неисповедимы. Перечислили туда. Беру, думаю, ладно, мою карточку. Бах! Оплатить. Не проходит. Светину карточку. Бах! Оплатить. Не проходит. Хопа, блимкает на телефоне. Имейл пришел.
Смотрю, Email с банка. Ваша покупка заблокирована, потому что она превышает лимиты. Думаю, да что ж такое, деньги есть, карточка есть. До банка доходит, дальше банк блокирует покупку. Ладно, что Леня делает? Ноги в руки и вперед в банк. Прихожу в банк, слава богу, очереди было мало, правда, идти далеко до этого, где тебя принимают, где ты не итальянский пенсионер. Дошел, обслужил. Знаете, что сказали? Сказали, что лимит по вашим деньгам только 800 тысяч песо. 800 тысяч песо, грубо выражаясь, это около $650. Вот это, что вы можете тратить $650 в день с вашего банковского счета. Я говорю, а если мне билеты надо купить, и билеты стоят дороже, как я могу купить? Я могу этот лимит увеличить? Нет, говорит, не можете вы увеличить этот лимит. Если вы хотите что-то купить, берите кредитную карточку у нас. Я говорю, я не хочу кредитную карточку, у меня есть деньги на счете, я хочу за эти деньги купить себе билет. Нет, нет, так не прокатит. Берите кредитную карточку, после этого с кредитной карточкой вы можете у нас купить. Но тогда вы подвяжетесь под кредитную карточку, а я этого не люблю. Боролся, ничего не выборол. Ушел. Думаю, по пути надо зайти снова в первый банк и спросить, а что там было не так, что там не проходило. Захожу, прихожу, снова в этот автомат, снова беру, снова становлюсь в очередь. Отстоял с полчаса очереди и спрашиваю, говорю, так и так, сегодня утром мы у вас положили деньги, после этого я хотел купить билеты, в конечном итоге эти билеты я не смог купить. Какая у вас карточка? Говорю, вот карточка вашего банка, Visa. Не, говорит, это не наша проблема, это визы проблема. То есть начинает тебя отпихать, куда ты хочешь. Ну, в смысле, куда попало. Это визы проблемы. Говорит, звоните на визу и скажите, чтобы вам лимит увеличили. Я говорю, при чем тут, вообще виза? А где? Ну, на карточке, вон там, вот, телефон визы, туда звоните и все. Мы, как говорят, наша хата с краю, ничего не знаю. Ё-моё, прихожу, думаю, дурдом какой-то. Ну, понятно, можно кого-то попросить, у кого есть кредитная карточка, чтобы купили, отдать эти деньги. Но прикидывайте, что значит, ты имеешь деньги, ты ложишь их в банк и не можешь купить. Это меня поприкалывало вчера. В конечном итоге думаю так, есть виртуальные банки. И когда-то один мой друг говорил, что он даже этими виртуальными банками покупал там в Египте где-то еще что-то. И я ж перед тем, как мне надо было всякие искусственные интеллекты оплачивать, тоже открыл. И такую, это по телефону просто берешь, ставишь приложение, регистрируешься, свою фотку сфоткал, документ свой сфоткал, тебе там все открылось и все. Ну, сразу скажу, это Брубанк, которым я вчера пользовался. Думаю, давай мы в Брубанк, попробуем. Ну, куда уже? Уже в один банк государственный попробовали, в другой государственный попробовали. Давай попробуем виртуальный банк. Давай. Для начала, думаю, надо туда этот самый, долларов 50 послать, посмотрим, дойдет, не дойдет. Я так раз $50 с этого банка, где последний раз деньги лежали, посылаю на этот Брубанк, как бы виртуальный банк. Слышу через секунду, блин на телефоне, типа, вы получили $50. Думаю, вау, класс, проходит. Ну, думаю, и остальные туда надо, 1500, такой бах, тишина на телефоне. 5 минут проходит, тишина на телефоне. Я, в имейлах написано, вы удачно отправили ваши деньги туда-то, туда-то, на такой счет. А на телефоне тишина, $50. Проходит полчаса, $50. Думаю, Хотя я уже был привыкший. Почему? Потому что тут часто такое у меня было с этим Сантандер Рио банком. Туда тоже отправишь какую-то сумму, типа там, не знаю, 1 000 000 песо. И потом день ждешь, пока они там его зачислят. Они ж пока вручную все не пересчитают, они ж там тебе не зачислят такую сумму. То есть надо было, может, 100 раз по $50 отправлять, тогда бы прошло без этих. А если ты прослал 1000 или $1500, сразу все, гайки. Так, это гремит поезд. Я ж хожу, вот это под поездом. Видите, вот это там сверху поезда ездят. В конечном итоге, думаю так. На приложении есть связаться с нами, типа с операторами, этими банка этого, Брубанка. Я туда только написал, через минуту, бах, ответили, типа, что, какие проблемы. Говорю, так и так, я со своего счета на свой счет послал такие-то деньги, где-то они зависли. Сейчас, говорит, скажите, уточните ваши дела. Пока мы там уточняли мои дела, смотрю, деньги там. Окей.
Ладно, вроде с деньгами быстро там решилось. Я им говорю, так и так, я говорю, поеду в отпуск. Билеты туда и обратно, так что не думайте, я с Аргентины никуда не деваюсь. Говорю, собираюсь в отпуск ехать. И вашей карточкой, я говорю, надо что-то делать, чтобы пользоваться за рубежом. Они такие, не-не-не, наша карточка интернациональная, можете пользоваться ею как хотите, сколько хотите, в любых странах, говорит, никаких проблем. Если что, по телефону нам скажете, и все проблемы решим. Если вам нужна, не дай бог, говорит, кредитная карточка под залог ваших денег, типа ты там положил 1000-2000 долларов, на эту сумму кредитную карточку, говорит, через минуту получите. То есть, блин, такое обслуживание, знаете, типа как бы вот сразу другой стиль. В этих Сантандер Рио, к примеру, там, если ты едешь за рубеж, ты сначала должен активировать, указать, что ты едешь за рубеж, в каких странах, тогда, чтобы твоя карточка там делалась. В другой вообще макро даже не знаю, вообще будет она работать, не будет. Даже здесь не могу заплатить ни за что. Факт не в том, ладно, бог с ним. Едем дальше нашу историю рассказывать. Прикидайте, да? Прошло это полдня, бегать по банкам, сначала положить деньги, простоять в очередях, потом не заплатить одной, потом не заплатить другой, пойти в этот банк, пойти в другой банк, спросить почему, тебя там пошлют нахрен, потому что они не хотят отдавать бабки, предложить кредитную карточку у них взять, и в конечном итоге без ничего ты вернешься домой. Потом думаю, раньше, чем платить, надо все проверить по билетам, как там вот с билетами, ну типа все в порядке, не все в порядке. Потому что мы поставили билеты на резерву, ну, то есть на бронь, и там бронь можно установить на 24 часа, ну, чтобы оплатить. А если нет, не оплатить до сегодняшнего дня, то бронь снимется. Ну, вот, уже когда пришел и думаю, буду пробовать, раньше, чем пробовать третий банк, попробую, осмотрю все. Начал смотреть, там высвечивается красным, что вот информация о документах пассажира, типа, неполная. И написано заполнить. Мы заполняем, нажимаем заполнить, ну, типа там, кто ты, что ты, номер твоего паспорта заграничного. И запомнить, а оно высвечивает, что типа ошибка на сервере, в данный момент мы не можем это запомнить, вернитесь позже. Так каждый час мы возвращались позже и все время получали ту же самую ошибку. Думаю, ну ладно, может это куки, может это навигаторы, как это называется, браузеры всякие. Думаю, компьютер, IP-адрес. Давай я тут шустрить, давай другими всякими этими самыми браузерами. Давай через VPN пользоваться, давай переключать страницу на интернациональную, на других языках. Ошибка та же самая. Ничего не меняется. Ноутбук переключился на другие Wi-Fi. Ничего не меняется. Ошибка и все. Начинаю искать в Гугле. Оказывается, эта ошибка, у многих пишут, они еще с июня месяца или с какого там высвечивалась, по 3 дня, по 4 делали, и у них такая ошибка высвечивалась. А меня начинает мучить такой вопрос. Думаю, а если я с этими неполными данными уже заплачу и куплю билет, даже если пройдет оплата, но если нет, буду просить, как говорят, у знакомых кредитную карточку и все равно заплачу, то, думаю, не получится так, что я потом не смогу изменить эти данные и все. В конечном итоге, что решили? Я говорю, давай в компанию перевозчик будем звонить. Это в другой стране. Слава богу, что она на испанском разговаривает. Начали звонить быстро. Одна девушка, так сказать, ответила через минутку. Чем вам помочь? Я говорю, так и так, говорю, прежде чем покупать, хотел бы уточнить вот этот вопрос. Она говорит, хорошо, я сейчас вас переключу на технический отдел. Хотя у нас уже это было часов 10, наверное, вечера. Переключила на технический отдел, там была другая девушка, все поняла, быстро сказала, говорит, нет, слушайте, это, говорит, пока вы не заплатите, вам не даст вставить вот эти вот все ваши данные паспорта и всего остального. В конечном итоге она сидела на связи, мы с ней общались. Тут же вставил карточку Брубанка, через секунду написано, ваши билеты куплены. То есть вот вам разница от тех банков, которые на улице стоят большими офисами, и банков, которые просто в телефоне виртуальные, которые ты не знаешь, нигде не находятся. Через секунду высветилась, покупка сделана. Оттуда этот самый технический отдел подтвердил, что вы уже купили билеты.
И говорит, и главное не отключается, а говорят, теперь давайте вы будете нам рассказывать, как вы заполняете, нет ли у вас какого-нибудь сбоя на вот этих документации вашей. Мы начали заполнять, все прошло. Они даже, я думаю, наши уже давно бы отключились, сказали, ну все, решили вопрос и чао. А эти нет, висят на линии, говорят, может вам еще чем-то помочь? А ну-ка подождите, давайте я все перепроверю, чтобы точно ваша бронь уже, ваши выкупленные билеты были уже готовыми. И только после этого мы типа отключились, она еще долго и нудно, может вам еще чем-то помочь? После того, как подтвердила, что все билеты правильно выкуплены, все документы правильно заполнены, и что никаких проблем типа с полетом не будет. И только после этого я уже сам говорю, да не, спасибо, вы и так нам очень сильно помогли, так что, говорю, не надо нам уже ничего как бы больше делать. И после того она говорит, ну ладно, я переключу тогда на этот самый, в общем, request, как это, опросник. И вы там подтвердите, что типа как вас обслужили, довольны вы, недовольны, и все в таком духе. Ну, в конечном итоге, я там поставил, все, 5 баллов, класс, там типа вашу проблему решили, да, решили. И я к чему? Я не покритиковать или поплакаться, но хотел подсказать, что может некоторые люди тоже с такой вот фишкой столкнутся. Что когда по телеку параллельной вселенной вам говорят, до 50 миллионов в Аргентине, ваши деньги, перечисляйте куда хотите, что хотите, покупайте, что хотите. Вот вам простой ответ на простой вопрос. А так ли это? Берите конкретно и попробуйте что-то вот такое купить. А ну как у вас пройдет в банках, расскажите, пожалуйста, в комментариях. Подписываемся на канал, ставим лайки, следим за тем, как дальше будет развиваться жизнь в Аргентине. Чего мы дойдем и куда мы дойдем. Куда мы идем и как мы туда придем. Всем пока!